Всем привет, друзья, с вами Мистер Ганс, и сегодня мы продолжаем рубрику Каждый мон обзор. А героем сегодняшнего видео по вашим запросам станут купидоны. Начнем с огненного. По скиллам, первый скилл уменьшает атаку одной цели с 70% шансом на один ход. Ульта хилит всю команду и дает увеличение атаки на 3 хода. Также всех купидонов лидерские скиллы являются увеличением хп на 30-35% для всей команды, поэтому лидером ставить на Титана будет весьма хорошо. На примере своего купидона покажу вам примерный сет камней, который лично мне кажется для него неплохим. Я рассматриваю этого купидона не как атак хиллера, а именно как хиллера дефера. Я его чаще всего использую для Титана, и поэтому я поставил на него сет из камней на хп отхил. Камни вы сами можете посмотреть какие, на хп деф рекаверите. Для чего я поставил на него дополнительный отхил в камне, для того чтобы он мог отхилить всю команду. Потому что 3600 базового отхила это не так много. Поэтому даже несмотря на то, что у меня в сете есть 15%, я еще засунул сюда камень на отхил. Таким образом у меня получилось вполне себе достойное количество отхила для него, как для хиллера. Плюс он у меня имеет неплохой стат как защиты, так и по хп. Вы можете использовать его в башне, как в основной, так и в элементальной. Можете использовать его на колоссах, на големах, на Титане обязательно. Один из самых топовых хилов для Титана. Единственное, что хочу вам сказать, для арены этот купидон не особо подходит. Потому что огненные моны у нас слабые на арене, поэтому не рекомендую его использовать для арены, поскольку он себя так сильно не реализует, как его братья, как, допустим, светлый или темный или животный. Поэтому данного купидона я вам могу рекомендовать в принципе для всех локаций, кроме арены. Ну и Apex Battle, конечно. А так, в принципе, можете использовать его для любых проходов. Мон достойный, мон отличный. Сочетание скиллов вообще великолепное. Единственное, что хотелось бы вам сказать, чтобы вы не забывали про баланс этого мона. То есть, как бы он является еще и плюс отхиллером, поэтому его базовый отхил является повышенным, нежели у других его собратьев. Не обязательно ставить на него именно такой сет камней. Для него подойдет в принципе как life сет, так и protection. Можете, конечно, попробовать ему vitality поставить, но это будет уже тоже перебор, мне кажется. Можете потерять в статах. В принципе, можете использовать на него маги сет. Также можете сет на резист на него использовать. Главное не забывать про то, чтобы у него было хотя бы 40% к резисту, много отхила для того, чтобы пачку отхиливать. Также не забываем про защиту и хп. Это основные показатели, которые предназначены для жизни вашего хила. То есть чем меньше у вас хп и защиты, тем быстрее ваш хил помрет. В атаку и в криты, в крит дамаг в принципе его можете не делать. Его кто-то делает в атак хила, но лучше использовать его как деф хила. Что касается водного купидона, здесь дела обстоят немного печальным, по крайней мере для меня, образом. Я начинал его делать и немного в нем разочаровался в плане того, что для него очень легко найти замену. В частности, для меня заменой стала шаха водная, ну шахерезада, для кого как. Почему она стала заменой? Данного купидона я использовал чаще для колосса воды, для того, чтобы снимать сапы. Но когда вышла шаха, мне абсолютно он перестал быть нужным, и просто он остался валяться у меня на полке, и я его долгое время не использовал, а потом уже и вовсе его просто слил в огненного. Потому что я не видел смысла, в принципе, его дальше где-то использовать. На водной башне есть альтернативы ему, то есть, в принципе, Кура себя лучше показывает, чем Купидон воды в башне. Я сейчас про элементальную башню говорю.
Но, в принципе, как я могу сказать, мон достойный. В чем заключается его, так сказать, индивидуальность среди своих братьев? У него есть пассивный отхил, то есть, когда он бьет вражеского мона, он может восстановить команде 10% от всех хп. Показатель его хп ниже из-за того, что он является хилером, нежели танком. Поэтому у него отхил будет не таким уж как бы серьезным для того, чтобы использовать его в каких-либо локациях. В принципе, вы можете его использовать в Дименшионе, как вместо, допустим, той же Персифоны, допустим, воды. Это я сейчас про огненный Дименшн говорю. Второй скилл является полным очищением всех дебафов, которые на вашей команде. В принципе, скилл тоже очень хороший. Я почему и говорю, что Шаха его заменила, из-за того, что раньше подобному скиллу не было никакой альтернативы. Но сейчас у нас есть антирезист, поэтому данный мон перестал, как по мне, быть играбельным. В принципе, в отличие от своего огненного брата, этого мона можно брать на арену. Он себя будет там неплохо показывать. И если у вас, допустим, нету Персифоны воды, этот мон зайдет. Ставить на него я рекомендую сет из камней ХП, Деф, ХП, поскольку у него есть скилл, который будет вам от ХП Купидона отхиливать вашу команду. Поэтому 2 ХП ставить точно стоит. В третьем камне с дефом. Для чего деф? Для того, чтобы Купидон жил хотя бы какое-то время, поскольку показатель защиты у него не такой уж большой. Если бы он был дефером, тогда да, у него был бы хороший показатель, он бы себя долго мог реализовывать. Но так как он является хилером, у него показатель от хила больше, чем другие показатели. Поэтому рекаверить ему ставить не надо. Из сетов камней я вам порекомендую поставить на него либо Life Set, либо же Protection. Почему эти два? Можете, конечно, и смежные взять, где там резист ХП, либо же все-таки упереться в Life Set. Для чего это нужно? Нам на этом Купидоне нужно упереться в ХП, чтобы был отхил от первого скилла. Потому что если не будет отхила от первого скилла, хорошего хотя бы 1010, то в принципе и Купидона брать этого нет смысла. Главными показателями как раз таки будут ХП первоначально, и второе будет деф. Не забывайте, конечно, про резист, но все-таки упирайтесь больше в ХП. Потому что если вы будете брать на арену, то в принципе вас будут пытаться первым снести как раз таки Купидона, чтобы не было у вас такой большой поддержки от этого хила. Даже в принципе в вариант можно его ставить в пачку. И как бы против саперов неплохой будет, но если он у вас будет именно хорошо защищенным в плане ХП и дефа и резиста. Потому что увидев его пачки, которые мейнятся по сапам, они будут сносить сразу же его. Потому что если на него поставить магисет, для того, чтобы быстрее накопилась мана для ульты, чтобы быстрее очищаться, или же взять моно, который помогает восстанавливать быстро ману, то, естественно, будут сносить первым этого Купидона. Поэтому берите больше его в защиту. Именно в энчанте я рекомендую взять 2 дефа, то есть обычный и процентный, потому что вы будете упираться больше в ХП, но будете терять при этом стат защиты. Ну, естественно, в энчанте также и в ХП нужно упереться неплохо, чтобы достигнуть как раз таки тех заветных плюс 10 тысяч отхила. Переходим к зеленому Купидону. Он также является отхилером, как и свои братья предыдущие. Что у него по скиллам? Первый скилл превращает синие частицы в красные частицы, то есть обычно из монов вылетают либо синие, если вы бьете живого мона, или же когда его убиваете, обычно вылетают красные частицы. Таким образом он превращает синие частицы в красные частицы. Ну, как по мне, так этот скилл в принципе является бесполезным, и мне кажется, в скором времени разрабы изменят его на какой-то более подходящий для этого мона. Второй скилл является щитком, зависит он от максимального левела прокачки. В принципе, щиток работает неплохо. Данного мона можно использовать в принципе как в элементальной башне, можно использовать как в обычной башне, на локациях всех. Можно использовать его также на Дименшионе,
допустим, том же зеленом. На примере своего Купидона я вам покажу свой сет камней. Я особо не использую этого Купидона, но он в принципе является неплохим. Мне он нужен на Титане, я его только сейчас использую, чисто из-за щитка. Ставлю я на него сет резист ХП, на Recoverity ХП дефи. Стандартные камни для хиллера Мона. Почему именно такие? Несмотря на то, что у Мона повышенный начальный стат от хила, я всегда пытаюсь ставить ему больше для Recoverity. Здесь у меня книги не поставлены, но всего мы можем получить еще 20% буста от хилу. Здесь я решил упороться больше в резист и ХП в сете, потому что этому Мону точно не хватает ХП. Резист я просто не поймал в камнях, поэтому решил поставить такие камни. В принципе, для него я рекомендую ставить либо Life Set, либо же Protection Set, либо же можно, в принципе, и смежные поставить, какие вам удобнее будет. Также можно поставить на него Маги Set, если вы хотите быстрее накапливать на нем ману, поскольку он еще своим первым скиллом будет вам мешать сделать это. Можете ставить на него также такой сет на Defense Resist. В основном данного Мона можно использовать для Титана, поскольку он себя не особо сильно реализует из-за своего первого скилла, поскольку наша задача всегда быстрее накопить ульту, а он нам мешает своим первым скиллом. Именно из-за этого я его особо не использую. Он у меня даже до 60 уровня еще не прокачан, потому что я пока жду, когда сделают все-таки этот заветный первый скилл на какой-нибудь более полезный. Возможно, сделают его даже каким-нибудь агрессором. Будет прям вообще великолепно, поскольку данный мон может заиграть на арене. И сразу же переходим к вопросу, а как же он себя проявляет на арене. Никак себя не проявляет, вообще не рекомендую его брать ни на какие арены, ни на какие батлы. Только на локациях, только как помощника, только для щитка. В принципе, я больше по этому мону ничего вам сказать не могу, поскольку использую я его только для Титана. Можно его также использовать для лидерства, поскольку 30% хп плюс хилерство является неплохим бустом. Можете также на него использовать сет на отхил, но я бы порекомендовал, если у вас есть возможность, поставить на него вот такие камушки. Я их ставлю только на более таких часто используемых монов, поэтому этот мон не получил такие камни. Ну и наконец-то переходим к самому сочному и самому моему любимому хилеру. Это Купидон Света. Скиллы его просто идеально подобраны, как по мне. Первый скилл является агрессором по защите. Думаю, никому не стоит объяснять, что атака Мона зависит полностью от показателя его защиты. Поэтому, очевидно, ставим на этого Мона 3 дефа. Второй скилл является у него отхилом на всю команду и пассивным бафом на 3 хода с восстановлением МП за каждый ход. Данного Купидона я беру обычно на арену, в элементальную башню, либо же в какую-нибудь локацию, такую как Dimensional или же Дракон. Здесь он меня всем устраивает, и все, кому я его советовал, все радуются, что взяли именно его, когда был выбор карт, а не Хану Тьмы. С Ханей Тьмы они похожи по скиллам, но по своей реализации они немножечко разные. По камням, как я уже сказал, он является агрессором по дефу, поэтому ставим на него 3 дефа. Сет камней на маги. Почему маги? Потому что благодаря своему скиллу на отхил МП мы можем получить отхил буквально за один ход, и больше мы не теряем ману никогда. До того момента, конечно, пока нас не убьют. Но это будет очень-очень долго и сложно. По реализации, в принципе, Мон себя идеально зарекомендовал на арене. Хорошо себя, в принципе, чувствует везде. По дефу показатель должен быть выше 10 тысяч. Если будет ниже, то Мон будет, в принципе, падать довольно быстро, потому что атакеры тьмы являются почти все там агрессорами или же с очень сильными скиллами. Поэтому желательно на него упороться чисто в деф, хп и резист. В отхил можете сильно не упарываться. Главное то, что этот мон является не пассивным деф-хиллером, а уже таким явным PvP моном.
потому что он более рассчитан для таких вещей, как арена, массовая арена и сложные для прохождения подземелья. В принципе, по камням я не хочу вам советовать никакие другие. Максимум, что я еще могу посоветовать, это если у вас получилось очень мало резиста, то можете поставить на него, конечно, Convection Set. Но я настоятельно рекомендую поставить на него Magi Set, потому что те самые заветные 10% МП, которые вам не хватает для хила, будут восстанавливаться именно в те моменты, когда вам, конечно же, их не хватает. Поэтому я вообще всем рекомендую этого мона. Это великолепный мон. А если еще и вы в дополнительный скилл поймаете какой-нибудь, как у меня, допустим, минус от хил, то это будет вообще великолепно. Ну а завершит наш обзор по Купидонам Купидон Тьмы. Что касается скиллов, он является агрессором по ХП. Что это значит? То, что ему нужно ставить все 3 ХП. По второму скиллу он является смежным с первым, идеально подобранные, как я тоже думаю, скиллы, потому что, ставя ему 3 хп, тем самым увеличиваем наш щиток. Он зависит у нас от максимальных хп, поэтому ставим ему 3 хп и получаем очень хороший по защите щиток. Почему же Бастион Сет? Для меня просто необходимо, чтобы на первых порах его сразу же не убили, поскольку светлые моны тоже некоторые являются очень сильными. В резисте мне немного не повезло, ему нужно около 100%, там почти под 80, под 90, потому что это мон для арены. Использовать его можно, конечно, и в башне, как в обычной, так и в элементальной, но пока что не дошли до него еще руки, но дойдут обязательно. Что касается его статов, очевидно, что ему нужно делать упор в ХП и в резист. В деф, конечно, тоже нужно не забывать, но больший уклон делайте в ХП. Что касается камней, я все-таки думал и решал, что же на него поставить все-таки лучшее. Можно, конечно, на него поставить хиллер сет, который будет каждый ход отхилить ему по 10% хп, но нам это не даст такого большого импакта, как если бы мы поставили на него на защиту. То есть обычно я вижу разные на нем сеты, можно на него ставить как Convection, так и Protection, так и Life Set. Здесь уже смотрите по доп статам. У мона базовые показатели хп повышены, поэтому можно в принципе упороться в деф с резистом. Но про хп, естественно, не нужно забывать, поскольку его атака и его щит будет зависеть именно от хп. Но все же среди всех купидонов у меня есть свой фаворит. Это Купидон Света. Его рекомендую вообще всем. Если он вам выпадет, смело делайте, смело можете его использовать там, где я вам посоветовал. Насчет темного Купидона, в принципе, да, сделав ему супер эволюцию, прокачав его хп до максимума, вы можете его смело использовать на арене. Если он будет недоделанный, вы просто разочаруетесь с ним, поэтому не используйте его на арене на 50 уровне с плохими камнями. Ваши щитки будут разносить просто в пух и прах, и вы будете наговаривать на мона, что он очень плохой. Нет, Купидон Тьмы тоже очень сильный, он просто проигрывает по своей полезности Купидону Света на арене. В принципе, на локациях он может использоваться так же, как и Купидон Света, также и в башне, и в элементальной башне, на драконе. Проблема в том, что он нуждается именно в прокачке, в хороших камнях, в хорошем резисте. Поэтому я рекомендую вам, в принципе, делать всех. Они все тематические, для определенных моментов необходимы. Но на определенных стадиях игры за место элементальных вам может показаться, что есть моны лучше. И это может быть действительно так, поскольку в водном я разочаровался в плане его импактности, потому что я выбрал других монов, которые его просто-напросто заменили. Что касается зеленого, у вас может быть произойти то же самое, потому что есть черешня травы, которая в принципе вносит импакта больше, чем травяной Купидон. Что насчет огненного, я пока ему особых замен не нашел. Что ж, на этом я в принципе закончу свой обзор по Купидонам. Если у вас остались вопросы по поводу камней, либо же сетов камней, может быть прокачки, где их использовать, пишите в комментариях, всем отвечу, всем расскажу. Ну а на этом я заканчиваю обзор. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока!